Всем привет! Несколько дней назад кто-то написал, что видел Тэхёна, Чонгука и Джей Хоупа вместе за покупками в Лос-Анджелесе. По словам этого человека, они казались очень близкими, и он даже опубликовал несколько фотографий в качестве доказательства. На одной из них была видна рука Чонгука. Фотографии быстро разлетелись, особенно после того, как сообщается, появилось видео, подтверждающее их присутствие. Примечательно, что тот же человек прокомментировал, что планировал опубликовать видео 1 сентября, в день рождения Чонгука, что заставило многих задуматься, почему они так долго ждали, если эта запись действительно существовала. Неясно, было ли это правдой или они просто выдумали историю, чтобы привлечь внимание. Когда я начал вникать в профиль человека, опубликовавшего это, я обнаружил, что это был кто-то из Джикук. Это уже дает нам подсказку о том, почему мы можем столкнуться со слухами. Это не первый случай, когда подобный аккаунт пытается отвлечь внимание, выдумать истории или вызвать путаницу в сообществе. Пока видео не будет выпущено и не будет доказано, что оно правдиво, все это лишь беспочвенные слухи. Как всегда, будьте осторожны с тем, что видите в социальных сетях, поскольку многие говорят без доказательств или искажают факты в угоду своим убеждениям. Если у нас будет более точная информация, мы ею поделимся, однако пока ничего не подтверждено, только теории и кто-то обещает видео, которого не существует. Теперь я хочу обратиться к чему-то более общему, но важному, как и этот человек, который сначала опубликовал что-то о Джикуке, а теперь внезапно заговорил о Тэкуке. Я думаю, что существует много противоречивых мнений. Некоторые изначально сомневались, дистанцировались, критиковали или даже перестали поддерживать Тэхёна и Чонгука, а затем снова стали делать вид, что ничего не произошло. И хотя каждый может изменить свое мнение, есть большая разница между этим и лицемерием. Те из нас, кто поддерживал Тэкука с самого начала, знают, что их отношения – это не то, что мы видим каждый день. Это не просто то, что красиво выглядит на фотографиях или смонтированных видео, это продолжается уже много лет, даже когда компании пытаются доказать обратное или отвлечь внимание, используя разные версии событий. Действительно, решения часто принимаются сверху компанией и никак не связаны с тем, что происходит между ними на самом деле. Мы видели, как они разобщены в своей деятельности, как они стараются избегать пересечений на мероприятиях или в публикациях. Однако ничто из этого не меняет того, что уже было между ними. Связь между Тэхёном и Чонгуком остается крепкой, чтобы не говорили другие. Это понимают те, кто действительно внимателен, те, кто не поддается влиянию трендов или навязанных историй. Важно также не поддаваться влиянию людей, которые меняют свою позицию по собственному желанию. Тому, кто искренне верит в Тэхёна, не нужны новые доказательства каждую неделю, чтобы продолжать верить. Есть те, кто дистанцируется, как только появляется слух или когда им что-то не нравится, а затем возвращается, как будто все в порядке. Однако настоящая поддержка заключается не только в том, чтобы быть рядом, когда все кажется идеальным. Это значит понимать, что будут моменты молчания, замешательства и непонятные моменты, но это не меняет сути. Поэтому, если вы верите в Тэхёна и Чонгука, оставайтесь сильными, не поддавайтесь смущению от чужих бездоказательных утверждений, не поддавайтесь влиянию тенденций. Мы здесь, как и были с самого начала, поддерживая их путь, их свободу и их связь. Тем, кто внимательно наблюдает, всегда ясно одно – поведение Чонгука в аэропорту меняется в зависимости от того, с кем он находится. Не нужно навязывать интерпретации или делать поспешные выводы, нужно просто обращать внимание на эти моменты и сравнивать их. Когда Чонгук появляется с Чимином, динамика между ними всегда кажется отстраненной. Чимин почти всегда идет впереди, не желая оставаться рядом, в то время как Чонгук идет на несколько шагов позади, практически не взаимодействуя. С другой стороны, когда Чонгук с Тэхёном, энергетика полностью меняется, они идут рядом, и Чонгук подстраивает шаг, чтобы всегда быть рядом, два человека, которым комфортно вместе. Однажды, когда они вместе прибывают в аэропорт, Тэхён достает телефон и делает селфи с Чонгуком. Это скорее личный жест, как будто кто-то хочет запечатлеть момент с кем-то важным. Это то, чего многие не хотят видеть. Отношения между Чонгуком и Тэхёном существовали всегда, но долгое время оставались невидимыми для тех, кто не хотел их принимать.
Правда в том, что между ними существует постоянная связь, которая остается сильной, несмотря на время, решение компании и внешние интерпретации. С самого начала Чингук решил быть рядом с Тэхёном. Однако бывают случаи, когда из-за договорных обязательств, общественного имиджа или решений компании эта близость не может быть показана так, как хотелось бы. В этой индустрии многое контролируется: внешность, роли, которые должен играть каждый человек, дружба, которую культивируют и скрывают. Тем не менее, некоторые вещи нельзя навязать. Отношения между Чингуком и Тэхёном не построены на удобстве. Интересно, что в последнее время это начинает меняться. Чингук больше не так скрывает свою близость с Тэхёном. Вместо этого, всякий раз, когда мы видим их вместе, возникает чувство нежелания снова расставаться, как будто, потратив столько времени на поддержание ненужной дистанции, они теперь хотят наверстать каждую потерянную секунду. Прогулки вместе, обмен маленькими жестами – эти простые вещи говорят о многом о том, что существует между ними. Хотя всегда найдутся те, кто попытается переключить внимание на других людей или отношения, которые никогда не демонстрировали такой же связи. Связь между Чингуком и Тэхёном не требует сложных объяснений или подтасованных доказательств. Это то, что мы можем просто увидеть. Иногда самые реальные вещи – это те, о которых меньше всего говорят, но которые наиболее ясно демонстрируются действиями. Есть те, кто предпочитает настаивать на другой, менее последовательной динамике. Чингук занял четкую позицию. Комфорт, взаимное уважение и непринужденность, которые он демонстрирует с Тэхёном, невозможно подделать, и он не повторяет это другим. Многие до сих пор не приняли это, потому что когда что-то отличается от ожиданий большинства людей, это создает дискомфорт, однако это не значит, что это нереально. Чингук выбрал быть с Тэхёном и продолжает выбирать его при любой возможности, поэтому, когда кто-то говорит, что Тэхёна не существует или что он просто вымысел, дайте ему сказать. В конечном счете их поступки и общая история говорят сами за себя, не нужно верить. Те, кто следил за их историей с самого начала, знают, что то, что существует между Чингуком и Тэхёном, не исчезает со временем. Некоторые до сих пор думают, что это игра или спектакль, некоторые думают, что это часть сценария, что каждый жест запланирован или просто фан-сервис. Но стоит только внимательно понаблюдать, чтобы понять, что это неправда. Речь идет не о двух людях, которые смотрят друг на друга только потому, что рядом камера. Это не пустое взаимодействие, которое происходит, когда этого ожидает публика. Мы видим нечто, выстраивающееся со временем, нечто настоящее, нечто, что не нужно объяснять словами, потому что оно понятно в каждом жесте. Когда наблюдаешь, как Тэхён и Чингук смотрят друг на друга, как они сближаются, как прикасаются друг к другу, не обращая внимания на посторонних, становится ясно, что это не часть шоу. Их естественный способ быть вместе, находить друг друга среди всего этого, невозможно подделать. Никто не ведет себя так просто по привычке. То, что существует между ними, сильнее любого сценария, потому что оно основано не на том, что хотят видеть другие, а на том, что они чувствуют, и это было доказано раз за разом. Годами Чингук и Тэхён делились моментами, которые не нуждались в редактировании или подтверждении. Они путешествовали вместе, делили комнаты и поддерживали друг друга, когда это было необходимо. Даже за кулисами видно, как сильно они заботятся друг о друге, не потому, что их к этому принуждают, а потому, что именно так они относятся к тем, кто действительно важен. Между ними есть близость, которая выходит за рамки дружбы. Это форма привязанности, которую невозможно скрыть или объяснить, она просто есть. Чингук не стесняется это демонстрировать, он всегда общается с Тэхёном, когда может, будь то на мероприятиях, в аэропорту, во время прямых трансляций или в более личные моменты. Эта близость не просто притворство, она проявляется в том, как они приспосабливаются друг к другу, ценят тишину и знают, когда говорить, а когда молчать. Иногда, с первого взгляда, они понимают, что нужно друг другу. Это не то, что случается с каждым, а скорее та связь, которая строится со временем, на доверии и в отношениях, которые крепнут с каждым днем. Несмотря на это, некоторые люди все еще отрицают очевидное. Возможно, потому что это противоречит их предвзятым представлениям или потому, что им некомфортно видеть то, что не соответствует их ожиданиям. Однако дискомфорт не стирает факты, то, что что-то не соответствует вашим убеждениям, не означает, что этого нет.